Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много. Для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Отдельный привет, слова благодарности передаю своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши лайки, просмотры, поддержку. Я сегодня к вам вот с такими вот ниточками. С ними мы уже, в принципе, давно работали, даже с такой палитрой работали. И хочу показать новый узорчик для шали. Возможно, для вас это будет не новый узорчик, да, но для новичков это будет все новое. Итак, новички, знакомьтесь. Ниточки называются Alize Angora Gold. Так, смотрим. В моточке 100 грамм, в 100 граммах 550 метров. По составу у меня это 80% акрил, 20% это шерсть. И нам здесь советуют производители, берите крючок от 2 до 4. И сразу же, пока не забыл, называют цвет 795. На камеру передается немножко ярче. И даже, мне кажется, оттенок немножко другой. В оригинале он как бы такой больше зеленоватый, что ли. Почему-то именно вот так вот передается более темным, более ярким цвет. Вяжу я данную пряжу крючком номер 3. Вот мой крючок номер 3. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, какая у вас есть. Не обязательно брать такую же, как у меня. И вяжете вместе со мной. Самое главное, правильно подберите крючок. То есть прочитайте инструкцию к своей пряже, подберите крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшней шали я прикладываю. Все четко, все понятно. Кто умеет работать со схемками, можете работать самостоятельно. Кто еще пока не умеет работать со схемками, повторяйте за руками, у вас все обязательно получится. Но при этом, смотрите, мы с вами провяжем тот или иной элемент. Посмотрите, как он обозначается в схемке. Провяжем, посмотрите, провяжем, посмотрите. Так вы потихонечку, самостоятельно, как бы незаметно для себя, да, научитесь работать с любыми схемками в будущем. Итак, смотрите, у нас схемка треугольной формы. Так, мы начинаем снизу, вот в центре кругляшочек, видите, внизу. Мы начинаем с этих воздушных петелек, и дальше наша шалька будет расти в бок и вверх. Итак, для начала делаем петельку фиксации. Здесь все как всегда, без изменений. Взяли, сделали петельку фиксации. При наборе петелек данную петельку мы считать не будем. А теперь набираем 6 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Возвращаемся к нашей самой первой петельке. Вот, нырнули в первую петельку. Вытянули ниточку. И эту же ниточку протянули через петельку на крючке. Оп! Вот такое колечко получилось. Теперь будем работать с этим колечком. Но для начала делаем 5 воздушных петелек подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь будьте внимательны. Делаем 3 накида. 1, 2, 3. Ныряем вот в центр этого колечка. Нырнули. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки, но не до конца. 1, 2, 3. Все, держим на крючке. Дальше опять 3 накида. 1, 2, 3. Опять нырнули в колечко. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Опять не до конца. Так, держим петельки на крючке. И вот сейчас мы с вами провяжем все петельки вместе. У нас как бы получился вот такой вот листик. То есть имитация столбика с 3 накидами, вот эти 5 воздушных петелек, и 2 столбика с 3 накидами, и все вместе с общей верхушкой. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 1, 2, 3 накида сделали. Опять работаем с колечком. Нырнули в колечко, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Стоп, остановились. Дальше 3 накида. 1, 2, 3. Опять в колечко нырнули, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Стоп. Опять держим на крючке. И третий раз. 1, 2, 3 накида. Опять нырнули в колечко, вытянули ниточку, провязываем по 2 петельки. 1, 2, 3.
И у нас получается 4 петельки на крючке. Теперь будьте внимательны, как мы провязываем их. Мы провязываем вначале 3 петельки вместе. Видите, у нас 2 петельки на крючке остались. И теперь 2 петельки зафиксировали наш, получается, вот такой вот листочек. Вот. Получилось 3 столбика с 3 накидами с общей верхушкой. Понятно? Идем дальше. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Провязываем точно такой же листик. 1, 2, 3 накида. Нырнули в колечко, вытянули ниточку и провязываем столбик с 3 накидами, но не до конца. Стоп. 1, 2, 3. Еще раз. Второй столбик провязываем с 3 накидами, но не до конца. Стоп. Держим на крючке. 1, 2, 3. Третий столбик. Точно так же. Провязали по 2 петельки, но не до конца. Есть. А вот теперь 3 петельки провязали вместе. На крючке осталось 2 петельки. Теперь 2 петельки вместе зафиксировали наш листик. Вот видите, вот такие листики формируются. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Точно так же получается. Мы делаем с вами 1, 2, 3, 4 листик. Все то же самое. 4 листик. Первый столбик. Держим на крючке. 1, 2, 3. Второй столбик. Держим на крючке. 1, 2, 3. Третий столбик. Так. Провязали в начале 3 петельки. Потом зафиксировали 2 петельки. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И последний 5 столбик. Ну, 5 листик, да. 1, 2, 3 накида, нырнули, вытянули ниточку и провязываем первый столбик из 3. 1, 2, 3. Сюда же нырнули. Второй столбик. Все столбики в этом ряду с 3 накидами. 1, 2, 3 и третий. Вот. Провязали, получается, 3 петельки в начале, а потом 2 петельки зафиксировали. Все, вот так вот подтяну. Смотрите, вот наши с вами 5 лепесточков. 1, 2, 3, 4, 5. Поняли, да? Все, это начало, наш самый первый ряд. Идем дальше. Итак, продолжаем. Вначале мы делаем 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 4 воздушные петельки получается. Дальше 1 накид. Возвращаемся вот в верхушку нашего листика. Так, у нас получается здесь столбики с общей верхушкой. Беремся за общую верхушку и провязываем столбик с накидом. Есть. Получилась вот такая вот рогаточка. Дальше ныряем вот в эту арочку из 3 воздушных петелек и в нее провязываем столбики с накидом. 1, 2, 3. Дальше, смотрите, вот верхушка наша. Опять 3 столбика с общей верхушкой. Беремся за верхушечку и провязываем 3 столбика с накидом. 1, сюда же, 2, сюда же, 3. Дальше идет опять арочка. В арочку опять провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Я могла вам предложить провязывать не в арочку, а в петельку. Да, в петельку будет более аккуратно, но будет более медленно и, мне кажется, более нервозно, да, получается. Потому что работа будет очень аккуратная, очень тонкая, но очень медленная. То есть именно в петельку можно будет провязывать. Попробуйте. Будет очень, конечно, красиво. Итак, следующий лепесточек центральный. Вот видите, центральный лепесточек. Мы в него провязываем столбик. Вначале верхушечку. Столбик с накидом 1. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. И вернулись сюда же и провязали еще 1 столбик с накидом. Есть. Вот такая вот опять рогаточка получилась. В самом начале у нас маленькая рогатка. В середине такая вот рогатка. Дальше идет повторение того, что мы провязали справа. То есть мы в арочке провязываем по 3 столбика с накидом. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. В верхушку вот этого листика мы провязываем 3 столбика с накидом. 1. В верхушечку 2. Все столбики в этом ряду с одним накидом. 3.
Угу. Дальше, следующая идет арочка. Опять в нее 3 столбика с накидом. Раз, два, три. Если для вас скорость быстрая, то можете нажать на паузу, либо в настройках сделать скорость помедленнее. Угу. Идем дальше. У нас остается с вами последний листик. Беремся за верхушечку этого листика. Смотрите, провязываем в начале 1 столбик с накидом. Будьте внимательны здесь. Дальше делаем 1 воздушную петельку. А вот теперь 2 накида. Вернулись сюда же и провязываем столбик с 2 накидами. И на этом наш ряд закончен. Вот что по итогу мы имеем. Полностью обвязка столбиками с накидом. В начале маленькая арочка. В центре вот такая вот арочка, скажем, ну большая назовем ее, да? И закончили ряд тоже маленькой арочкой. Все. Несложно? Несложно. Идем дальше. Итак, идем дальше. Для начала делаем 5 воздушных петелек подъема. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот. Теперь 3 накида. 1, 2, 3. Вот работаем с этой арочкой, с нашей. Нырнули в арочку, вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. Опять не до конца будем формировать наши листики. Стоп. 1, 2, 3 накида. Вернулись сюда же и провязали точно так же. По 2 петельки не до конца. Стоп. А вот теперь, получается, провязали все петельки вместе. Вот наш первый листик. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 1, 2, 3 накида. Опять в эту же арочку провязываем точно такой же листик, состоящий из 3 столбиков с 3 накидами. Стоп. 1, 2, 3. Сюда же нырнули. Второй столбик такой же провязываем не до конца. И 3 раз. По 2 петельки провязали. Теперь провязываем 3 петельки вместе и зафиксировали. Все, вот получается первый листик, вот второй листик вот в эту арочку. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Точно так же 3 накида и делаем такой же третий листик в эту же арочку. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. 1, 2, 3 накида. Сюда же нырнули второй такой же столбик. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. 1, 2, 3. И третий столбик. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Теперь 3 петельки вместе и зафиксировали. Вот получается у нас вот в эту вот арочку маленькую сформировались такие вот 3 листика. Теперь смотрите, делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. Вот там, где у нас были 3 столбика в арочке, мы их пропускаем. 1, 2, 3 пропустили. Вот 3 столбика, которые за верхушечку. 1, 2, 3. Вот в центральный, во второй столбик мы сюда провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь мы перепрыгиваем вот эти все наши столбики вот в центральную арочку. 1, 2, 3. И провязываем сюда точно такие же лепесточки, которые мы провязывали вот в самом начале, нашем в самом первом ряду. То есть здесь будет 5 таких вот листиков. 1, получается столбик первый, второй, третий. Провязали все 3 петельки, потом 2 петельки зафиксировали. И точно так же делайте 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И провязывайте в эту арочку еще 4 таких же листика. Поняли, да? Вот мы первый провязали. 1, 2, 3, 4. Провязывайте вот сюда. Давайте сделайте самостоятельно, потому что мы с вами уже провязывали, вы уже умеете, знаете. И как только провяжем наши листики, мы с вами встретимся. Договорились? Давайте, схемка перед вами, у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот я вас оставила на этапе одного листика, да, дальше вы провязали 4 листика самостоятельно, точно так же, как вот в самом первом ряду, здесь ничего сложного. И дальше повторяем все то же самое слева, что мы провязали справа. Итак, для начала 2 воздушные петельки, 1, 2. Теперь вот 3 столбика, которые в арочке, пропускаем, 1, 2, 3. Дальше 3 столбика, которые были за верхушку. За центральный второй столбик беремся
и провязываем столбик без накида. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь наша с вами задача перепрыгнуть вот в эту маленькую арочку, то есть все столбики пропускаем и в эту арочку будем провязывать так же, как и в начале ряда, вот 3 листика. 1, 2, 3. Опять же 1, 2, 3 накида, нырнули, вытянули и начинаем провязывать. То есть я думаю, здесь ничего сложного, вы уже листики умеете самостоятельно провязывать. Давайте самостоятельно 3 листика, между листиками по 3 воздушные петельки, и я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот что у нас получилось. Вот на этом этапе я вас оставила. Начали провязывать первый листик, да? Вот второй, третий, между листиками по 3 воздушные петельки. Все, ничего сложного. Идем дальше. Итак, для начала мы с вами набираем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 5 воздушных петелек. Теперь накид. Вернулись сюда же в верхушечку вот этого листика нашего. И провязываем столбик с накидом. Маленькая опять рогаточка. Теперь вот наша арочка. В нее провязываем 3 столбика с накидом. Здесь столбики с одним накидом у нас. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. Дальше верхушка следующего столбика. Мы в верхушечку провязываем 3 столбика с накидом. 1. Сюда же в верхушку 2. И сюда же в верхушку 3. Теперь следующая арочка между листиками. Точно так же 3 столбика с накидом. 1. Сюда же 2. И сюда же 3. Вот, что у нас получилось по итогу. А теперь смотрите внимательно. Следующая верхушка, да, вот наш последний получается листик. Мы провязываем 1 столбик с накидом. Дальше, там, где у нас была арочка из 2 воздушных петелек, столбик без накида и арочка из 2 воздушных петелек. Смотрите, как провязываем. Накид 1. Нырнули в арочку, вытянули ниточку, 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид. Теперь в столбик без накида, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп, держим на крючке. Накид в следующую арочку, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Сейчас аккуратненько, стоп, держим на крючке. Теперь получается 3 петельки вместе провязали и 2 петельки вот так вот зафиксировали. Вот видите, что по итогу получается. Как бы такая метелочка у нас получилась. Дальше. Верхушку следующего листочка 1 столбик с накидом. В арочку 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Теперь следующая верхушечка наша. В нее 3 столбика с накидом. 1. Сюда же 2. И сюда же 3. Есть. Дальше следующая арочка. В нее тоже 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. А вот центральный наш листик, вот он, третий, видите? 1, 2 с одной стороны, 1, 2 с другой стороны, вот он центральный. Мы в него будем провязывать вот такую же большую арочку. Ну, так назовем, она, конечно, небольшая, но назовем большая. Итак, верхушечку, столбик с накидом, 2 воздушные петельки, 1, 2. И опять вернулись в верхушечку, и опять столбик с накидом. Вот такая у нас получается рогаточка. В самом начале ряда у нас получается она маленькая, из 1 воздушной петельки, а здесь она из 2 воздушных петелек. Все, мы с вами провязали дружно правую сторону. Давайте теперь вы самостоятельно провяжете левую сторону. То есть здесь у нас 3 столбика, здесь за верхушечку 3 столбика. В арочку 3 столбика, в последнюю верхушечку, вот последний листик, здесь будет у нас 1 столбик. Дальше, здесь мы провязываем метелочку за арочку, столбик, арочка. И все 3 столбика с общей верхушкой. Дальше у вас 1 столбик, 3 столбика. Так? Получается за верхушечку 3 столбика, в арочку 3 столбика. И здесь в конце ряда я вас встречу. Договорились? То есть ваша задача смотреть на схемку внимательно, повторить все, что мы провязали справа, вы повторяете самостоятельно слева. Я думаю, что вы справитесь. Давайте в конце ряда я вас встречу. У вас получится.
Так, смотрите, растет наша красота. Вот я вас оставила на этапе рогаточки. Так, здесь вы провязали 3 столбика, 3 столбика, 3 столбика, 1 столбик. Дальше у вас получилась вот такая вот метелочка. Сейчас покажу поближе. Метелочка, арочка, столбик, арочка. Так, по одному столбику. Дальше за верхушечку 1 столбик, 3 столбика, за верхушечку 3 столбика. Дальше в арочку опять 3 столбика. Так, как мы заканчиваем наше вязание. Вот у нас осталась последняя верхушка. Мы в нее провязываем в начале столбик с одним накидом, 1 воздушная петелька, и здесь мы делаем 2 накида, возвращаемся сюда же и провязываем за верхушечку столбик с 2 накидами. На этом наш ряд закончен. Угу. Несложно. Идем дальше. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Поворот. 3 накида у нас здесь. И провязываем, получается, здесь еще осталось как бы 2 столбика, да, от нашего листика. 1 и 2. Провязываем, значит, эти петельки вместе. Вот наш первый листик готов. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Сюда же провязываем еще 2 таких же листика. Опять 3 столбика с 3 накидами с общей верхушкой. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. Провязали 3 петельки и затем 2 петельки. И третий листик. 3 воздушные петельки, 3 накида и опять в эту же арочку. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. Провязали вместе и зафиксировали. Вот 3 наших первых листика готовы. Дальше смотрите, что мы делаем. 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь мы переключаемся точно так же, как и в предыдущем делали ряду. Вначале 3 столбика пропускаем. Так? Там, где 3 столбика от верхушки идут, мы во второй столбик провязываем столбик без накида. Беремся за верхушечку, столбик без накида. 2 воздушные петельки. 1, 2. Теперь смотрите внимательно. Опять вот эти наши столбики пропускаем, 3 столбика. А там, где у нас, помните, была такая лапка, да? Получается, в арочку, в столбик и в арочку. Вот беремся за эту верхушку вот этой лапки и будем сюда провязывать 3 листика наших. 1, 2, 3 накида. Вот в арочку, получается, в верхушку наших столбиков нырнули и провязываем 1, 2, 3, стоп. Еще раз сюда же 2, 3, стоп. И еще раз сюда же 2, 3, стоп. 3 петельки вместе, 2 петельки. Первый листик готов. Опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. 3 накида и сюда же провязываем второй листик. Верхушку этих 3, получается, наших столбиков. 1. Сюда же 2. Повторюсь, вы можете нажать на паузу. Вы можете в настройках поменять скорость, сделать меньше. Я как бы здесь не останавливаюсь, потому что мы с вами это уже умеем провязывать. 3 петельки вместе, 2 петельки вместе. Еще раз 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять 3 накида. И возвращаемся сюда же, провязываем третий такой же листик. 1. Сюда же 2. И сюда же 3. Теперь 3 петельки вместе и 2 петельки зафиксировали. Вот у нас получается вот такие вот, здесь будут 3 листика. Идем дальше. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Пропускаем столбики вот нашей арочки, 3 столбика. Из верхушки 3 столбика. Беремся за центральный столбик, провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Теперь переключаемся вот на нашу большую рогаточку
И будем провязывать точно такие же 5 наших листиков. Понятно, да? То есть здесь вообще не сложно. Тут вы уже провязывали, тут вы уже умеете. Давайте я вас на этом этапе оставлю. Вы провязываете самостоятельно 5 листиков, так, и встречаемся. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот мы с вами провязали, получается, правую половинку. Я вас оставила на этапе первого листика. Раз, два, три, четыре, пять провязали. Теперь что делаем? Точно так же. 2 воздушные петельки, как мы справа провязывали. Раз, два. Пропускаем наши 3 столбика из арочки. Берем вот из 3 столбиков от верхушки за второй столбик центральный и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Точно так же получается. Пропускаем наши 3 столбика из арочки, столбик от верхушки. И вот наша метелочка. Вот раз, два, 3 столбика с общей верхушкой. Вот в эту общую верхушку будем провязывать точно так же вот наши 3 листика. Раз, два, 3. Поняли, да? То есть ваша задача сейчас повторить все то же самое, что мы с вами провязывали справа, вы провязываете самостоятельно слева. Угу. Все. И потом получается, когда вы провяжете здесь 3 листика, точно так же вы сделаете 2 воздушные петельки. И вот там, где центральный получается листик, за центральный столбик, столбик без накида, 2 воздушные петельки. И я вас здесь встречу. Договорились? Все. Давайте, несложно. У вас получится. Повторяем все то же самое, что провязывали справа. Вы самостоятельно делаете слева. Так, смотрите, вот растет наша красота. Я, получается, вас оставила на этапе вот наших 3 лепесточков. Так, дальше вы самостоятельно провязали 2 воздушные петельки, столбик без накида, 2 воздушные петельки и закончили ряд. Вот в маленькую нашу арочку провязали вот такие вот 3 листика. То есть здесь ничего сложного. Дальше наша с вами задача, если внимательно посмотрите, у нас идут ряд листики, столбики, да? Листики, ряд, следующий ряд столбики. Если мы с вами провязали листики, ряд, то следующий ряд у нас, получается, будут столбики. Вот точно такой же получается ряд у нас с вами сейчас будет. Ничего сложного. Итак, для начала делаем 4 воздушные петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот, 1 воздушная петелька по узорчику, итого 5 воздушных петелек. Теперь 1 накид, здесь у нас столбики с 1 накидом, возвращаемся сюда же, делаем рогаточку нашу, столбик с накидом. Так, теперь шагаем точно так же по нашим арочкам, 3 столбика с накидом, раз в арочку, 2, 3. Дальше. Вот в центральную получается наш листик 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Дальше в следующую арочку опять 3 столбика с накидом. Раз, два, 3. Теперь вспоминаем, как мы дальше делаем. Последний у нас листик мы, получается, провязываем за верхушку 1 столбик. Так. Дальше у нас будет 3 столбика с общей верхушкой. Арочка, столбик, арочка. Итак, арочка. Провязываем не до конца, держим на крючке. Следующий столбик. Не до конца держим на крючке. И следующая арочка. Теперь 3 петельки вместе и зафиксировали. Угу. Вот такая вот метелочка. Дальше идет опять 1 столбик. Потом опять идут 3 столбика. 3 столбика, 3 столбика, поняли, да? 1 столбик, потом у вас будет метелочка, так? Все то же самое, то есть провязывайте, как мы с вами провязывали вот в данном ряду, и здесь в центре. Так, смотрите, красота еще больше растет. Вот наш ряд с нашими столбиками. Здесь ничего сложного, вы повторяете все то же, что в предыдущем ряду, только получается у вас здесь уже будет 2 метелочки, видите? Мы дошли до центра нашего, получается, вот этого веерочка из 5 таких вот интересных листочков. И за центральный листочек мы провязываем столбик с накидом. Раз, 2 воздушные петельки. И сюда же столбик с накидом 2. И теперь все, что мы с вами провязали справа, так,
Все это провязываем с вами слева. То есть здесь в арочку 3 столбика, в верхушку 3 столбика, в арочку 3 столбика. В последний получается листик 1 столбик. Дальше арочка, столбик, арочка. Здесь будет у нас метелочка из 3 столбиков с общей верхушкой. Все столбики с одним накидом. Дальше вот первый получается наш листик. 1 столбик здесь будет. Здесь в арочку 3 столбика, 3 столбика, 3 столбика, 1. Опять метелочка. Так, 1 столбик, 3 столбика, 3 столбика, 3 столбика. И здесь в конце ряда я вас встречу. Договорились? Не сложно, не сложно. Схемка перед вами. Я думаю, вы самостоятельно справитесь. Встречаемся в конце ряда. Давайте. Так, смотрите, вот вы самостоятельно, получается, провязали вторую половинку, наши столбики с накидом. Здесь ничего сложного. У вас здесь получается 2 метелочки. Так, вот 2 метелочки. И заканчиваем мы ряд точно так же, как предыдущие ряды. То есть в нашу верхушечку мы провязываем столбик с одним накидом. 1 воздушная петелька. И здесь получается 2 накида. И сюда же вернулись столбик с 2 накидами. Сформировалась вот такая вот маленькая рогаточка. Да? Арочка-рогаточка. Теперь, когда мы с вами повернем наше вязание, у нас получается здесь формируется вот наша арочка. Мы в эту арочку провязываем опять 3 листика, 3 лепесточка. Так? Дальше у нас будут 2 воздушные петельки. Там, где у нас верхушка вот этого листика, 3 столбика. За центральный столбик, столбик без накида. Так? Опять 2 воздушные петельки. И дальше, там, где у нас эта вот метелочка, 3 столбика с общей верхушкой, мы здесь провязываем точно такие же, вот 3 лепесточка. 1, 2, 3. Угу, помните? Опять арочку делаем из 2 воздушных петелек, столбик без накида, 2 воздушные петельки. И здесь будет опять 3 листика. У нас, видите, еще одна метелочка. Опять 3 листика, точно такие же будут. Так, потом опять вы переключаетесь. 2 воздушные петельки. Здесь получается у вас будет столбик без накида, 2 воздушные петельки. И за вот эту вот большую центральную арочку вы будете провязывать опять 5 таких вот листиков. Поняли, да? Обратно идете точно так же. Получается, где у вас будет вот такой вот метелочка, здесь будет 3 лепесточка. Метелочка, 3 лепесточка. Ну и в конце получается ряда, там где арочка, 3 лепесточка. Поняли, да? То есть все, ничего сложного нет. Мы с вами уже все провязали. Вы уже все ряды знаете. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. То есть получается всего 2 ряда. Лепесточки, столбики, лепесточки, столбики, лепесточки, столбики. Угу. Все, давайте увеличим образец и встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, я немножко провязала побольше, да, так скажем, наш образец. Вот что по итогу получается. Ничего сложного, всего 2 ряда. Смотрите, узорчик у нас получается будет двусторонний. Любая сторона, которая вам нравится больше, такая будет у вас лицевой. Ничего сложного. 2 ряда и вот такая красота. Согласитесь, да? Либо это у вас будет маленький платочек на шейку, бактус, либо это у вас будет большая шаль. Возможно, у кого-то до поясницы, у кого-то аж до колен. То есть на ваше усмотрение. На ваше усмотрение, будете ли вы делать обвязку или нет. На ваше усмотрение, на каком этапе вы закончите вязание. Либо это будут столбики, либо это будут листики. То есть вы дизайнер, вы художник, как вы видите, так и будет красиво. Будете ли вы делать бахромку, да, возможно, вот в этих вот, может быть, арочках, либо не будете делать, тоже вам решать. То есть вы, так скажем, никого не слушаете, делайте как ваше чутье вам подсказывает, чутье дизайнера. Итак, смотрите, непосредственно какое количество, вы спрашиваете, пряжи потребуется на ту или иную шаль. Во-первых, какие у вас ниточки, такого же формата ниточки, не такого, какая у вас плотность вязания, какой у вас крючок, то есть нюансов очень много. Поэтому вы для себя должны все равно связать образец. Да? Если данные ниточки будут, то в среднем берутся от 5 моточков. То есть, опять же, все зависит от размера шали и будете ли вы делать бахромку или нет. Если это у вас другая пряжа, если у вас больше крючок, пряжа толще, пряжа тоньше, то есть тут тоже все индивидуально. Вяжите образец, предположительно взвешивайте, рассчитывайте пропорции, на какую площадь вы хотите связать. Я вам в описании к данному видео приложу примерный расчет, да, как можно будет посчитать, сколько моточков вам необходимо будет пряжи купить. Ну, а дальше уже на усмотрение вас как художника, как дизайнера. Вот, как вам узорчик? Узорчик не новый, узорчик, возможно, уже старый, возможно, вы уже вязали, да, шальку данным узорчиком. Кто вязал, рассказывайте, какими ниточками, и рассказывайте, сколько моточков у вас ушло. Нам тоже будет интересно, будем читать и будем вдохновляться. Угу. Вот такая вот интересная, оригинальная, простая красота.
Согласитесь, да? Ничего сложного здесь нет. Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно комментируйте, потому что комментарии способствуют продвижению моего канала. Заранее вам спасибо большое. Но также делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте свои плейлисты и вяжите с удовольствием. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.